Этот смартфон может пробить насквозь сразу 2 головы подряд, если его кинуть. Этот смартфон может проломить пол, если ты его уронишь. Этот смартфон может забивать гвозди. Этот смартфон может сделать тебя глухим, если ты включишь на нем музыку. Этот смартфон может сделать тебя слепым, если ты включишь фонарь и посветишь себе в глаза. Этот смартфон может зарядить 2 твоих смартфона. Этот смартфон может заменить портативную игровую приставку. Этот смартфон может все. Ну или почти все. Это Askal Pilot 1. Хочешь увидеть последствия? Смотри видео полностью и обязательно увидишь. Всем привет! Сегодня у меня будет непривычный формат. Я обозревал стационарные компьютеры, ноутбуки, приставки, полупланшеты, но смартфоны пока еще нет. На своем канале я задал вопрос, хотите ли вы увидеть обзор моего нового смартфона, который достаточно удивительный во многих аспектах. И большинство сказали, что хотят. Вот сегодня обзор с тестами игр, обзором железа, конечно же, тоже. Как многие из вас знают, я работаю на 2 работах, одна из которых работа на стройке. Поэтому мой главный товарищ — это мой смартфон. У меня несколько лет во владении защищенный смартфон, который не боится воды, пыли и ударов. Он не требует никаких защитных стекол и чехлов. И у него вполне неплохая батарея на 5000 мАч. Причем за 4,5 года его использования она до сих пор держит порядка 2 рабочих дней. И это при постоянном подключении Bluetooth часов и мультимедии в машине. Bluetooth я не выключаю на нем уже 4 года. То есть как включил и все, у меня постоянно к нему что-то подключено. Но так как стройка не щадит ничего и никого, смартфон падал и попадал во всякие неприятные ситуации уже не один десяток раз. Сейчас у него стал сильно подглючивать тачскрин. Иногда происходят многократные фантомные нажатия туда, куда я не нажимал вообще. Это очень бесит, особенно если во время работы мне некогда с этим всем разбираться. Смартфон мой недорогой, когда-то я покупал его где-то за 12 тысяч рублей. Там простенький Helio P60, 6 гигов оперативки и 128 гигабайт встроенной памяти. Но меня эти характеристики полностью устраивают. Поэтому, когда пришло время замены, я решил найти что-то похожее как по цене, так и по железу, чтобы было как минимум не хуже. Но чтобы это не был точно такой же смартфон, ну просто для разнообразия. Что ж, я заказал себе смартфон, который подходит под мои требования. И вот он. Но как же я охренел, когда его распаковывал. Какой же он оказался громадный, и это при вполне компактной коробке. Ни хрена он здоровый, я того родственник. Пиздец, я думал, мой старый телефон большой. Вы посмотрите, насколько мой старый телефон малышок по сравнению с этим. Сейчас я вам для сравнения PSP положу. Вот вам PSP, которая фатка, которая толстая самая. Если что, обзор PSP у меня есть на канале. PSP фатка меньше этого телефона. Ёк-макарёк, как им пользоваться я буду. Или вот он для сравнения. Йотафон 2, например, малюсенький какой малышок. И я вот этим пользоваться за 4 года нормально не привык. Здоровый писец. У меня пальцы короткие как бы от природы. Как я буду этим пользоваться, пока не знаю. Но, блин, это писец. Идет в комплекте веревочка. А как вы могли заметить, я такое дело люблю. Здоровый телефон удобно наматывать вот так вот на палец и держать, чтобы он не падал. Так вот здесь в комплекте кожаная лежит. Правда, само крепление тоненькое, не знаю, так себе. С виду этот смартфон такой брутальный, будто его проектировали не дизайнеры, а инженеры, которые вместо кофе пьют WD-40. Корпус словно молоток или киянка для того, чтобы им можно было что-то бить или забивать гвозди натурально. Pilot 1 явно не из тех смартфонов, что падают и машут тебе пока. Он из тех смартфонов, при падении которых ты прощаешься со своей ступней, если не успеешь ее убрать. Достаем.
Йо, вот это он толстый! Где моя PSP фатка? Вы посмотрите, он как... Он толще, чем PSP фат. Весит как две PSP фатки тяжелых, блин. Ёк, макарёк. Вот это громадина, ё-моё. Я не знаю, как таким телефоном на ежедневие можно пользоваться. Это, блин, это пауэрбанк. Во, кстати, где мой пауэрбанк? Во. Вот мой пауэрбанк на 30 тысяч миллиампер. Логично, тут 30 плюс написано. И вот он почти такой же. Ну, ладно, не почти. Примерно в 2 раза меньше. Резина, промышленный антиударный пластик и не бьющиеся стекла. Вот из чего состоит этот смартфон. Степень защиты IP69K плюс военный американский стандарт MIL STD 810H. Это значит беспроблемное падение с высоты 183 см, полчаса нахождения в метре воды, полная пылезащищенность, работа при температурах от минус 30 до плюс 60 градусов по Цельсию, и он также способен выдерживать температурный шок от минус 51 до плюс 93 градусов до 3 раз. В общем, телефон для настоящего строителя. Но помимо всего этого, цены и железа, о котором чуть дальше скажу, у этого смартфона есть ряд преимуществ над моим старым защищенным смартфоном. А именно, громадная батарея аж целых 15 тысяч мАч. Аккумулятор 15 тысяч мАч. 15 тысяч мАч в телефоне! То есть в 3 раза больше емкость, чем у моего старого смартфона. А также наличие второго яркого фонарика, двойного причем, помимо основного, который является вспышкой для камеры. Тест фонарика яркого. А, кстати, давайте сначала вот обычный фонарик. Вот яркость обычного фонарика. Это который на камере. Выключаем его. Теперь включаем сверхмощный фонарик. Вот это да, это сварка. Можно ночью прям запросто ходить по улице. Это прям как ближний свет фар мотоцикла какого-нибудь. Очень яркая штука. Ну а теперь посмотрим, насколько хорошо светит фонарик. Как видим, ничего не видно. Включаем. Офигеть. Просто прожектор. А смотрите, еще прикол. Здесь можно включить еще и нижний фонарик, который на камере. И получается, что нижним светим себе под ноги, а передним вперед, как дорогу освещаем. То есть и тут свет под нами, и впереди. Это ж круто вообще, по-моему. Настройки часто нужно куда-то что-то подлезть, подсветить, и в общем фонарик в смартфоне используется постоянно, поэтому это отличное дополнение, что он тут такой яркий. Ну и конечно же лютый, огромный динамик. Я постоянно слушаю всякие подкасты, исторические ролики или музыку, интервью разные на работе, но так как в наушниках этого делать нельзя, потому что на работе нужно постоянно поддерживать контакт с коллегами, я всегда слушаю именно через динамик смартфона. Ну а так как постоянный шум электроинструмента и прочего часто не позволяет нормально услышать рассказчика, большой и громкий динамик в этом смартфоне как нельзя кстати. Ну давайте, моя любимая Dance with the Dead, песня Трэшер. На всю сделаем. Ёк-макарёк, вот это он орёт. Это он орет, ребята. Это в натуре это как портативная колонка с собой. Настройки. Мне нужен неубиваемый телефон. Вы видели, что с моим как бы произошло за такое время. Он в принципе отлично отработал, к нему никаких претензий. Он падение там что только не выдерживал. Но вот этот телефон ронять на самом деле страшно. Его прикол в чем? Он долго держит батарею, он пыль влагозащищенный и у него мощный динамик. Это все как раз настройки отлично пригождается, потому что мы там обычно слушаем музыку или какие-то подкасты. Соответственно, надо, чтобы батарея быстро не садилась и чтобы при этом телефон не боялся пыли и грязи, чтобы можно было просто подойти под краном, помыть и все. Ну и конечно, что за смартфон строителя, если его нельзя просто взять и помыть под краном водой. Тест в воде. Врубаем на всю музыку. Он полностью в контейнере с водой. Музыка продолжает играть прям под водой. Ничего не происходит с телефоном вроде бы как. Так, телефон, так как мокрый экран, он воспринимает это как нажатие, то есть надо просто вытереть капли, поэтому он просто свернул видео, но в принципе все работает.
То есть не переживайте, телефон не погас. Тут есть функция очистки динамика. То есть на тот случай, когда туда вот так вот попадает вода, здесь есть специальная функция. Давайте ее проверим. Она находится в настройках. Дополнительные функции. Так. Вот. Очистка динамика. Ну-ка нажмем на нее. Включить. Ох, блин. Все, очистка произведена таким вот сверхмощным ультразвуком. Теперь заходим снова в YouTube и проверяем, как работает музыка. Если вы заметили, то когда я вынул из воды, звук был немножко нечистым. Были небольшие хрипы. На самом деле хрипы остались. То есть вот тут с решетки вода никуда не делась, и она мешает. Надо ее, наверное, продуть, попробовать. Я воспользуюсь вот такой штукой. Так, и теперь попробуем. Все, в принципе, хрипы пропали. Это главное, за что я переживал по поводу воды. Это будет ли работать потом после этого динамик. Не знаю, как вам показать. В общем, внутри в самом разъеме воды нет. К слову, свой старый смартфон я пару раз в качестве демонстрации друзьям кидал в бассейн и купался в море, снимая видосики под водой. Так что Пилот 1 тоже так умеет. А веревка на руку позволит его не потерять под водой. Главным минусом из-за всех этих плюсов, конечно же, является размер и вес смартфона. Мне и мой старый всегда казался огромным и неудобным, а это уже безо всяких скидок реально пол кирпича. Его размеры 18,6 см в длину, 8,6 см в ширину и 2,4 см в толщину. И весит эта хреновина, сейчас внимание, 540 граммов. Сколько? 540 граммов. Да ты шо, охуй? Полкилограмма смартфона у вас в кармане. Ну или точнее в отдельном рюкзаке на спине. Огромный, тяжеленный и неудобный для использования одной рукой от слова совсем. Знаете, что мне напоминает? Вот эти всякие складские терминалы на андроиде, которыми ведут учет товаров на складе. Только он мощнее и тяжелее. Кто же производитель этого смартфона? Askal Pilot 1 это подбренд компании Blackview, известного китайского производителя, специализирующегося в том числе на защищенных смартфонах. К слову, у этого смартфона дизайн очень похож на Blackview N6000, с той лишь разницей, что N6000 наоборот супер компактный защищенный смартфон. В дизайне есть еще косяк, который лично мне показался странным. Самой выпирающей на задней панели частью является тонкая металлическая решетка динамика. Так вот, уже через пару дней использования краска на решетке в паре мест облезла, ведь когда ты кладешь смартфон, он ложится именно на эту решетку. Странно, что ее не утопили как бы внутрь рамки вокруг нее. Непонятно, зачем ее сделали самой выступающей частью. Ну и давайте по железу пройдемся. Так как смартфон дешевый, он стоит порядка $140 всего, это где-то 12 тысяч рублей или примерно 70 тысяч тенге по нынешнему курсу доллара. То есть смартфон даже дешевле, чем был мой старый в начале 2021 года, который тогда стоил $160. Глупо ждать от этого пилота мощное современное железо, учитывая, какая АКБ и динамик в нем установлены, само собой на железе здесь экономили, потому что деньги здесь вложены в защищенность и автономность. Поэтому здесь установлена простая и дешевая система на кристалле MediaTek Helio G81. Тем не менее, это свежий чип. Его выпустили в августе 2024 года. Построен он на крайне старом техпроцессе аж целых 12 нанометров, но имейте в виду, что именно благодаря этому смартфон выдерживает большинство нагрузок, потому как сам чип благодаря крупным транзисторам более вынослив к ударам, вибрациям и температурным перепадам в окружающей среде и в его работе в том числе, чем более производительные чипы на техпроцессах 6 и менее нанометров. Но, конечно, главным условием тут является цена. В составе этого чипа 2 ядра Cortex A75 с частотой 2 ГГц и 6 ядер Cortex A55 с частотой 1,8 ГГц. То есть по процессорным ядрам он превосходит процессор в Nintendo Switch. Значит, с производительностью интерфейса проблем точно быть не должно. Не просто же так в смартфоне еще и дисплей 90 Гц, но о дисплее чуть позже. Встроенное графическое ядро Mali G52, которое содержит в себе 48 шейдерных ядер частотой 950 МГц, способно выдавать 91,2 гигафлопс, то есть производительность уровня встройки Intel HD 2500 примерно. Кстати, тест этой встроенной графики есть у меня на канале. Однако, в отличие от старых встроек Intel, эта встройка поддерживает API Vulkan и также DirectX 12. Это значит, что игры здесь должны работать весьма неплохо, особенно те, что портированы с ПК и других консолей. А ведь только они и могут быть интересны, чтобы играть на андроиде. Не в донатные онлайн-помойки же играть, блин. Наличие такой встройки
Буки уже говорит о том, что такие классные игры, как Hunt Down, обзор который есть у меня на канале, а также Черепахи Ниндзя Месть Шреддера или Streets of Rage 4 на этом смартфоне пойдут безо всяких проблем, я уж молчу про всякие Stardew Valley и так далее. Значит, смартфон уже можно считать в том числе подходящим для игр. Также можно с комфортом поиграть в такие серьезные уже проекты, как GTA San Andreas, Doom 3, Майнкрафт, настоящие, а не те пародии, что многие скачивают из Play Store. И даже тяжеленные игры с Xbox 360, такие как Alien Isolation, и Grid, мать его, автоспорт. Смартфон тоже тянет отлично. Я протестировал много хороших игр, и он их тянет замечательно. А если вам нужно играть в паршивые донатные онлайн-помойки, то это тоже можно. Genshin Impact – бери. PUBG Mobile – да пожалуйста. В эту игру не играем. Ничего себе он громкий, блин. Офигеть. Тут толпа уже топает рядом. Кстати, плюс в том, что я хорошо слышу. Ну, короче, ничего не тормозит. Вряд ли я тут сейчас кого-то убью. Я в эту игру не играю. Я вообще на сенсоре играть не могу и не люблю. Где ты тут ползаешь? I need a weapon. I need consumables. Опа, я ее могу понести куда-нибудь. Давай нас с тобой вместе завалят. Я тебя сейчас кулаками завалю. I need consumables. Я его кулаками завалил, правда. Warface – бери, не обляпайся. War Thunder, держи. К слову о том, в какие классные игры можно поиграть на Android смартфонах вместо донатных помоек, у меня есть два выпуска с обзорами 48 игр. Ролики также на канале лежат. В одном из них 18 игр обозревается, в другом 30. Вообще эта графика в несколько раз производительнее, чем, например, графика в консоли PS Vita, обзор которой у меня тоже есть на канале. Еще в этом чипе есть встроенный аппаратный нейронный блок, поэтому всякие нейросетевые приколы типа удалить что-то с фотографии здесь тоже доступны. Ну и также с помощью этих всех нейросетевых блоков
фильтров и облачного сервиса можно, например, на фотографии заменить небо. Если вам не нравится там мрачное какое-то слишком, можете заменить на яркое, ну или наоборот яркое на мрачное. Оперативной памяти в смартфоне 6 гигабайт стандарта LPDDR4X, но частота памяти всего лишь 1800 МГц. Итоговая пропускная способность памяти 13,4 гигабайт в секунду. Скорость, конечно, втрое медленнее, чем у Steam Deck, однако, как мы могли заметить в тесте игр, это не сказать, что прям большая проблема. 256 гигабайт встроенный накопитель стандарта eMMC 5.1, то есть скорость его работы выше, чем скорость обычных жестких дисков SATA 3. Если точнее, то порядка 133 гигабайт в секунду на запись и 260 гигабайт на чтение. Карты памяти microSD поддерживают до 2 терабайт, устанавливается карта вместо слота для второй сим-карты. Конечно, здесь есть еще камера, которая лично меня вообще не интересует, но опять же камера тут насыпана на сдачу. Тут стоит простой сенсор Samsung JNE. Заявлено 50 мегапикселей на основной модуль и 2 мегапикселя на дополнительный. Фронтальная камера на 32 мегапикселя. Но все эти мегапиксели не имеют никакого отношения к итоговому качеству получаемых фотографий. Влияет это только на итоговое разрешение этих фотографий. Но сама матрица-то от этого лучше не станет. Фотки получаются самые простые, как на любом другом смартфоне за 150 баксов. Вот все, что вам стоит об этом знать. Ну и вот вам пример видео и звука с этого телефона. Вот я снимаю PSP, вот так вперед-назад, приближаю, отдаляю. Телефоном это я делаю. Или вот зум. Сами можете оценить качество, но я вижу, что стабилизации никакой. Вообще вот я слегонца шевелю телефоном и уже вся картинка плывет. Ну в общем не. Этот телефон точно не для съемки видео. И фоткать, ну так, что-то сфоткать можно, конечно. Ну или вот если зафиксировать в руках телефон, не шевелить, да и то он трясется все равно немножко. В общем, не для видео, фото так, чисто какие-то не очень важные фотографии делать. То есть там, где не нужны сильно большие детали. В общем, фото и видео это так, чисто настройки что-то сфоткать по-быстрому по делу, не более того. А вот с дисплеем тут не все так грустно. 6,67 дюйма, IPS, 90 Гц, правда разрешение всего 720 на 1604, то есть меньше чем Full HD. И конечно, после своего старого смартфона я замечаю небольшую разницу в плотности пикселей, но она оказалась не настолько серьезной, как я думал, когда только заказывал этот смартфон и видел его характеристики. Телефон предлагал мне Face ID и всякую эту прочую ерунду, мне это все не надо, я пользуюсь только паролем, никаких отпечатков пальцев, я ничем этим не пользуюсь. Хотя, кстати, отпечаток пальца здесь прямо в кнопке блокировки, если кому-то интересно, то он прямо вот здесь. Мне это не надо, я только пароли признаю. Так, жестовая навигация, конечно же, на таком здоровом телефоне какие могут быть нижние кнопки, только жесты. Ну, слушайте, что я могу сказать? Я опасался, что при таком разрешении и такой большой диагонали, я ожидал, что будет маленькая низкая плотность пикселей на дюйм, но нет, смотрите, достаточно четко экран показывает. Я прям думал, ну все, будет зерно. Просто, чтобы вы понимали, у меня на моем старом телефоне разрешение 2048 на 1080, то есть выше гораздо. И при том, что площадь меньше, получалась плотность пикселей как бы повыше. Но ничего, на самом деле я никакой проблемы не заметил. То есть, оказывается, можно пользоваться экраном и ниже, чем Full HD при такой диагонали. Смотрите-ка, все очень даже неплохо показывает. На удивление. Я думал, что будет хуже с таким разрешением. Ну ладно. Теперь остается понять, как им пользоваться. Вот смотрите, я его держу в одной руке. Вот. Я даже пальцами толком до боковушек не достаю. То есть пользоваться только двумя руками исключительно. Никаких там... Ну хотя, кстати, смотрите, можно полистать можно и одной рукой. Сорян, перчатки заляпанные, не знаю. Достал по-быстрому, какие были. Чистые не нашел. Где-то они есть, но не знаю где. Однако, высокая частота обновления и более низкое разрешение вырисовывается в один неочевидный плюс. В играх с таким разрешением производительность GPU выше, а также сам GPU меньше греется и меньше кушает энергии, потому как чем ниже разрешение при рендере, тем легче это для GPU. Это касается любого графического ядра в любом устройстве. 90 Гц и достаточный для обработки такой частоты процессор и GPU дают отличную плавность при использовании смартфона. Меню двигается плавно и быстро, ничего не тормозит и не дергается. На камеру вы, конечно, этого не увидите, потому что камера пишет 60 Гц, а экран работает в 90 Гц. После 60 Гц сразу бросается в глаза вот эта плавность интерфейса. А так как смартфоном я пользуюсь в основном на работе, мне там некогда разглядывать, какая там у него плотность пикселей. Да и в том же Steam Deck плотность пикселей еще меньше, но это никогда ни для кого не было проблемой. В общем, Blackview точно знает, для кого они создали этот смартфон и для каких целей, поэтому точно знали, на чем можно сэкономить, а где лучше что-то прибавить. Android здесь 14, вряд ли он будет обновляться в дальнейшем, как это обычно и бывает с дешевыми смартфонами, но у моего старого
старого вообще 11, и мне как-то хватало, я не видел никаких проблем, связанных с устаревшей версией андроида. Помимо прочего, у смартфона есть поддержка всех современных стандартов спутников, GLONASS, GPS, Beidou и Galileo. Навигация работает лучше, чем на моем старом смартфоне. Даже у нас в условиях там всяких глушилок и так далее, я спокойно ездил по городу с этим навигатором. Где-то 35 минут примерно я наездил. Яндекс.Навигатор вообще без проблем работает. На моем старом смартфоне все напрочь глушится. В комплекте со смартфоном зачем-то защитная пленка. Она сразу приклеена на экран. Хотя здесь Gorilla Glass, защищен он от царапин и ударов, нафиг тут пленка, не ясно. Зато лежит редкая для наших дней штуковина. Это зарядное устройство. И не хухры-мухры какое, на 45 Вт. Точно такое же, как в комплекте у Steam Deck. Только вот тут провод можно вынуть. Теперь можно будет это же самое зарядное использовать и для Steam Deck наконец-то. Потому что оно более компактное, его удобнее брать с собой. Отдельный плюс — это USB-C, USB-C кабель в комплекте. Помимо того, что это просто удобно, это позволяет подключать к этому смартфону любой другой девайс для заряда этого девайса с этим самым смартфоном. Не забываем, у нас здесь 15 тысяч мАч. К слову, сам порт USB в смартфоне стандарта 2.0. Достаточно медленный, но, как я уже говорил, смартфон этот не для того, чтобы на него фотографировать и видосики снимать, поэтому вам не придется что-то особо большое перекидывать с него на комп или наоборот с компа на него. Опять же, экономия здесь оправдана позиционированием смартфона. Смотрите, ребята, что происходит. Скорость загрузки Genshin Impact 4,5 мегабайта в секунду, не путать с мегабитами. Я говорю про мегабайты. А суть в чем? Я, подоткнул в док-станцию, которая у меня для Steam Deck. То есть я вот воткнул телефон в эту док-станцию через Type-C и воткнул проводной интернет, и это работает, прикиньте. То есть он через проводной интернет стал загружать игру. До этого было 1,5 мегабайта, когда я через Wi-Fi скачивал. А подоткнул провод, оно реально заработало от провода. Вот так прикол. Я не знал, что смартфоны работают тоже с проводным интернетом, оказывается. Никогда не пробовал на своем старом телефоне. Возможно, и там это работает, не знаю. О, вот это удобно, как на моем телефоне. Открывающийся ногтем сим-лоток. Вот это ништяк. Это прям лайк. Без всяких там скрепок и прочей ерунды. Не так сильно выделяющиеся кнопки, но кнопки, кстати, тоже металлические, как на моем старом телефоне. Это тоже лайк. Так, shockproof. Есть тоже качелька громкости, здоровая, ей прям вот реально в перчатках пользоваться удобно, вообще кайф. То есть именно с точки зрения тактильности, там для рабочих каких-то задач, конечно, удобно, что можно прям перчатками нормально нажимать, не боясь промахнуться. Ну и теперь давайте же снимем интригу. Что же стало со смартфоном после того, как по нему проехала машина? Очень важное уточнение. Смартфон лежал не на гладеньком асфальтике или плиточке, он лежал на обычном щебне, фракция крупная, 20-40, то есть никакой ровной поверхности под ним не было. И для более тяжелого теста я положил экраном вниз, именно на щебень экраном. То есть экран будет испытывать на себе точечные жестокие перегрузки, так как без гладкой поверхности нагрузка не будет распределяться по всей поверхности экрана. То есть будут именно точечные нагрузки всей машиной на экран. Ну и заодно проверим, треснет ли заднее матовое стекло. Ну что, экран почти полностью цел. Есть лишь небольшой скольчик, куда пришлась самая большая нагрузка. Там продрало защитную пленку и прокорябало царапину примерно 3 мм в длину и около 0,1 мм в глубину. Ногтем она почти не ощущается, а чем-то тонким металлическим, каким-нибудь отверткой, например, да, немножко зацеп чувствуется. Также есть пара хороших царапин на боковых алюминиевых накладках, и на передней резиновой рамке вокруг дисплея есть пара вмятин. Вот и все. Я считаю это отличным результатом, особенно при цене смартфона в 12 тысяч рублей, да еще и с кучей других фишек. Если бы не его кирпичный размер, я бы смело его рекомендовал всем подряд. Но такой громадный смартфон, конечно, подойдет не каждому, это надо учитывать. Я пользуюсь этим смартфоном неделю, за это время я зарядил его всего один раз. То есть смартфон пришел заряженный почти до конца, я его разрядил, пока проводил тесты всяческие, потом один раз зарядил, и вот сейчас он еще заряжен. К слову об этом, вы только вдумайтесь, как мало он расходует заряд в играх. Расход батареи такой: YouTube 4 часа 19 минут, 29% заряда. Alien Isolation 2 часа 6 минут игры, 13% заряда. Яндекс.Навигатор 35 минут, 4%. Doom 3 40 минут, 4%. Grid Autosport 39 минут, 3%. Mario Run 19 минут, 2%. GTA San Andreas 18 минут, 2%.
Майнкрафт 9 минут 1%. И остальные игры скушали менее 1%. Например, Утиные истории за 9 минут меньше 1%, Streets of Rage 4 7 минут, Черепахи ниндзя 6 минут, Alien Shooter World 5 минут, Huntdown 5 минут, War Thunder 4 минуты, Diablo 1 5 минут, Warface Go 6 минут, Stardew Valley 4 минуты. Все эти игры за указанное время израсходовали меньше 1%. Там точнее уже не показывает просто на смартфоне. Вот такой получился обзор. Не знаю, возможно он кому-то понравился, возможно нет. На сегодня у меня все. Я буду пользоваться этим смартфоном, посмотрю, как он будет себя вести, и по необходимости буду держать вас в курсе. И знаете, что я хочу сказать вам, ребята? Вот за неделю использования, я сейчас без шуток, настолько шарю уже в этой теме, я реально привык к этому аппарату. То есть он уже мне не кажется таким уж прям здоровым, как казался первые пару дней. И его главный плюс в том, что после него берешь даже свой старый телефон, который мне 4 года подряд казался здоровой лопатой, он сразу как-то кажется достаточно компактным. То есть любой смартфон после этого кажется вполне маленьким и удобным. Человек такая сволочь, что в принципе привыкает ко всему. Думаю, это все знают. Вы вспомните времена, когда первые 5-дюймовые Android смартфоны появились, все тогда говорили: лопата, пойдем огород им копать и все такое. А сейчас 6 дюймов это стандарт. Если кто-то решит купить Askal Pilot 1, ссылку оставлю в описании. Но убедитесь, доставляется ли он в вашу страну. А то например, в Казахстане тревожные новости, что могут заблокировать смартфоны, которые ввезены неофициально. Правда, как именно они будут это делать, пока не ясно. И вообще не до конца понятно, какой именно смартфон будет считаться ввезенным неофициально. Ведь все покупки с Алика также проходят таможню, особенно электроника. Надеюсь, это видео было кому-то полезным или может быть даже интересным. Всем спасибо, если будут ко мне вопросы, пишите их мне в личку на Boosty. Ссылка есть в описании. Имейте в виду, в комментариях на вопросы я не отвечаю, только личка на Boosty. Пока.